Священные тексты скрывают много пророчеств, которые сегодня сложно понять. Одно из самых поразительных – разрушение Иерусалимского храма. Сейчас мы рассмотрим, почему и как Иисус предсказал это. В первом веке нашей эры евреи были заметной общиной в Римской империи. Центром их духовной жизни оставался Иерусалимский храм, место паломничества для иудеев со всего Средиземноморья. Когда Иисус пришел в храм, его поразили беззакония, ставшие там привычным порядком. В Евангелии от Марка 11:17 он сказал: «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Далее Иисус говорит о судьбе Иерусалима и здесь предсказывает его гибель за то, что он отверг его как Мессию. В Евангелии от Луки он говорит: «Ибо придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами, окружат, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Эти пророчества Иисуса прямо и неоднократно упоминаются в 3 Евангелиях и отражены в 4. Матфея 24:2. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Иисус подчеркивает, что падение Иерусалима – лишь начало болезней, а не сама великая скорбь, которая, по его словам, наступит перед вторым пришествием. В Евангелии от Матфея 24:6-8 он сказал: «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Он также говорит, что Божье присутствие покидает храм. Матфея 23:38. Во время его распятия, по свидетельству Евангелий, завеса в храме разорвалась, символ того, что доступ к Богу больше не ограничен. Матфея 27:51. Еврейские источники, хотя и не признают напрямую христианскую интерпретацию разрушения храма, но косвенно ее подтверждают. В трактате Талмуда Моэд Катан 9а упоминается, что за 40 лет до разрушения второго храма жертвы от народа перестали приниматься. Один из знаков, красная нить на козле отпущения, больше не белела, как раньше, когда это считалось знаком прощения грехов. Согласно талмудической легенде Гитин 56а, император Нерон решил, что Бог Израиля сам хочет разрушить храм, обвинят в этом его. Испугавшись, он сбежал и по преданию принял иудаизм. Когда началось восстание, христиане в Иерусалиме, по преданию, зная о пророчестве, ушли в Пелу, город за Иорданом, населенный язычниками. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки.